Стармер доживает последние дни, а Зеленский всю ночь не спал, и вот почему. То, что происходит сейчас в Британии, это не просто внутриполитический скандал, это кризис, который напрямую затрагивает Украину, европейскую безопасность и лично Владимира Зеленского. Почти 100 депутатов от правящей партии требуют отставки собственного премьера, а сам Зеленский провел всю прошлую ночь на телефоне, звонил лидерам Германии, Франции, Польши и даже Прибалтики. Когда президент воюющей страны в панике обзванивает союзников посреди ночи, значит, что-то пошло серьезно не так. Всех приветствую, с вами Александр. Поддержите наш канал лайком, напишите свой комментарий и обязательно нажми на хайп. Заранее спасибо и продолжаем. Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании в 2024 году с рекордным парламентским большинством. Казалось, его позиции непоколебимы. Сегодня картина принципиально иная. Депутаты от его собственной лейбористской партии, включая действующих министров, потребовали от Стармера уйти в отставку. Ни оппозиция, ни пресса, свои. Это ключевой момент, который определяет всю серьезность происходящего. Поводом стали муниципальные выборы, которые обернулись для лейбористов тяжелым поражением. Партия потеряла контроль более чем над 30 советами по всей Англии, а около 1500 советников лишились своих мест. Но самый болезненный результат – Уэльс. Впервые за несколько десятилетий лейбористы утратили большинство в валлийском парламенте. Уэльс исторически был их главной опорой, регионом, где победа лейбористов считалась само собой разумеющейся. Теперь этой опоры нет. Депутаты, которые инициировали бунт, руководствуются простой логикой. Всеобщие выборы должны пройти до 2029 года. И со Стармером во главе партии они эти выборы проиграют. Растущая часть лейбористов опасается, что бездействие приведет к разгрому от ультраправой партии под руководством союзника Трампа. Значит, нужен новый лидер. И как можно скорее. Первой из правительства ушла министр Мьятта Фанбулле, заявившая в открытом письме: «Вы, премьер-министр, утратили доверие и уважение общества». Следом подала в отставку Джесс Филлипс, один из самых узнаваемых политиков страны. Итого, 4 члена правительства покинули свои посты за один день. Стармер отказался уходить жестко и публично. На заседании кабинета он заявил: «Страна ожидает, что мы будем управлять, именно это я и делаю», фактически бросив вызов однопартийцам: «Запустите официальную процедуру отстранения, если решитесь». При этом социологи фиксируют, что Стармер является наименее популярным британским лидером за всю историю подобных измерений. Его рейтинги падали постепенно из-за решения уменьшить зимние пособия пенсионерам на фоне кризиса стоимости жизни, непоследовательной позиции по газе и череды личных скандалов. Выборные результаты стали лишь финальной точкой в этом процессе. Кризис уже вышел за стены Вестминстера и ударил по экономике. Теперь о том, почему все это прямая проблема для Зеленского. При Стармере Великобритания стала одним из наиболее последовательных союзников Украины. Лондон поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие на европейских площадках, оказывал давление на колеблющихся партнеров. Для Зеленского Стармер был предсказуемым и надежным союзником. Его уход меняет всю конфигурацию британской политики в отношении Украины. Новый лидер лейбористов будет занят прежде всего внутрипартийным урегулированием, а не Украиной. Именно в этот момент в Киеве разворачивается параллельный скандал. НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура официально предъявили подозрения Андрею Ермаку, бывшему руководителю Офиса президента, многолетней правой руке Зеленского. Антикоррупционные органы поднялись по лестнице до самого верха к человеку, который годами сидел у двери в кабинет президента. Новые обвинения ставят под сомнение готовность Киева к ускоренному членству в Европейском Союзе, к которому Зеленский так активно стремится. Еврокомиссия поддержала объявление подозрения Ермаку, заявив, что борьба с коррупцией – одно из ключевых условий вступления в Евросоюз. Брюссель дает понять: пока в Киеве не наведут порядок, разговор о членстве остается абстракцией. Совпадение двух кризисов, британского и киевского, и объясняет ту самую бессонную ночь. По информации источников, Зеленский почти всю ночь провел на телефоне. Он звонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, польскому руководству, прибалтийским лидерам. В кабинетах Банковой говорят: в этих разговорах президент жаловался, что его кинули. Якобы ему давали гарантии не трогать Ермака, не раскачивать эту тему. Кто именно давал такие гарантии, пока открытый вопрос. Но сама картина говорит о многом. Президент, который контролирует ситуацию, не обзванивает союзников посреди ночи с жалобами. Западная поддержка Украины перестает быть автоматической. Она все больше определяется внутриполитической ситуацией в каждой отдельной столице. Сейчас ослаблена та поддержка, на которую Зеленский рассчитывал. Вот такие новости, мои друзья. Я благодарен вам за ваш отклик, подписка, лайк. Вы знаете, что делать, чтобы не пропустить следующее включение. Всем пока!